Дорогие друзья, дамы и господа, в этом 16-м эпизоде моего мистического романа-ремейка «Я жена Асура» я продолжаю представлять историю вечной пары, которая стала разлученной в результате проклятия, из-за которого муж стал Асуром, а жена – уничтожителем Асуров. Муж Асур, завербовавшись в десант Асуров по другим мирам и покинув ассурические миры, на планетах других миров на роль своей жены выбирал самых лучших представительниц женского пола. В этом 16-м эпизоде я продолжу представлять различные сценарии, по которым там шла его семейная жизнь, подчиняясь действию проклятия. Итак, в этом романе-ремейке «Я жена Асура», я вечная жена. У меня есть вечный муж, и мы с ним вечная пара, оказавшаяся разлученной в результате проклятия, из-за которого мой вечный муж стал Асуром, а я уничтожителем Асуров. Мы с моим вечным мужем являемся вечной парой, которая была парой еще в духовном мире, до нашего падения в материальный мир. И поэтому мы являемся автономной системой, заточенной на поддержание пары в стабильном состоянии. При этом муж обеспечивает полную всестороннюю защиту своей жены, обустраивает ее жизнь и заботится о ней, а жена делает все, чтобы желания ее мужа исполнялись. И на это в том числе идут ее благочестивые заслуги. И это не меняется, даже если пара оказывается по каким-то причинам разлучена. И именно поэтому с моего счета благочестия снимались благочестивые заслуги, за счет которых исполнялись заоблачные желания женщины, которая на какое-то время становилась женой моего вечного мужа во время его службы в десанте Асуров по другим мирам. Это было его желание, чтобы некое заоблачное желание его тамошней жены, которое никак не сбывалось и не могло сбыться, все же сбылось. И чтобы, находясь с ним, она излучала счастье и радость. Он желал, я исполняла. Я не знала этого. Все происходило само собой. С моего счета благочестия сама собой снималась порция благочестивых заслуг, необходимая для исполнения желания моего вечного мужа. Об исполнении желания женщины, которая стала его женой где-то далеко от меня, его вечной жены. Лишившись этой порции благочестивых заслуг, я падала со своего уровня и теряла что-то ценное для себя. Из-за этого моему вечному мужу прилетал бумеранг судьбы, рушивший тамошнюю его семейную жизнь. Но так бывало не всегда. Не все его тамошние жены имели желания, которым не суждено было сбыться и на исполнение которых требовалось значительное вливание благочестивых заслуг извне. Бывало так, что его женой становилась женщина, имевшая достаточный для исполнения ее желаний запас благочестия, ведь он выбирал самых лучших представительниц женского пола, а достижение высокого положения возможно лишь при большом запасе благочестия. И если его женой становилась такая женщина, на исполнение желаний которой было достаточно ее благочестивых заслуг, или у которой не было слишком заоблачных желаний, которые не могли сбыться, то бумеранга, рушившего семейную жизнь моего вечного мужа, не было. Ведь моя жизнь не рушилась из-за нее. Но в проклятии, которое мой вечный муж получил много жизней назад, из-за которого в том числе мы с ним были разлучены, говорилось, что он должен быть совсем один под конец своей жизни. А один – это значит без жены. И поэтому его семейная жизнь даже с такой чудесной женщиной, не имевшей несбыточных желаний, должна была закончиться. И в полном согласии с этим, когда его жена достигала поры золотой осени своей жизни, она переставала его интересовать как женщина. Он начинал хотеть молодого, крепкого, горячего женского тела, безупречного в своей молодости и красоте. И он, конечно же, находил желаемое, красивую особу с молодым крепким телом, жаждущую плотских удовольствий, без комплексов, которую не останавливало то, что мужчина женат, причем очень счастливо женат. У моего мужа Асура не было намерения избавиться от своей жены. Он думал, что ничего в их семейной жизни не поменяется, что они с женой как жили вместе, так и будут жить.
Просто для удовлетворения потребностей своего тела ему необходимые развлечения с этой молодой, красивой, сексуальной особой. Его не смущала большая разница в возрасте с этой особой, и он не собирался избавляться от своей жены и жениться на молодой парфурсетке. Но не таковы были ее планы. Она хотела большего, чем просто отношения, и он попадал в капкан судьбы. Ему приходилось выбирать. И в этом споре безоговорочно побеждало молодое крепкое тело, так как увядающее тело жены не шло ни в какое с ним сравнение. И ему снова, как и в случае с другими своими женами, приходилось находить для своей жены другого мужчину, надавливать незримо на мысленном плане, на их сознание, выталкивая свою жену к объятиям другого. Это была задача не из легких, так как жена была по природе верна и имела большой запас благочестия, защищающий ее от нарушения супружеской верности. Но мой муж Асур был долго в своем деле. Он мастерски выдавливал свою жену. Под конец он таки продавливал ее сознание, и она, вовсе не желая этого и сопротивляясь этому всеми своими силами, все-таки уходила к другому. Снова мой муж Асур выглядел в глазах общества агнцем на заклании, которому наставила рога жена, всю жизнь умело прикидывавшаяся целомудренной Матроной, а на деле оказавшейся развратной, коварной и вероломной фурией. И он уже в открытую, не опасаясь вызвать волну негодования извне, вводил в свою жизнь ту особу с молодым крепким телом. И тут-то он и навлекал на себя удар бумеранга судьбы, так как его жена была по природе верна и не по своей воле ушла от него. Это было его незримое на нее воздействие, давление на сознание, на мысленном плане. Это был его мысленный приказ к ней – уйти к другому. И с высшего ракурса она оказывалась пострадавшей стороной, которую вынудили нарушить долг честной верной жены, насильно сломав ее верность и фактически подложив под другого против ее воли. И это вызывало удар по нему. С ним что-то случалось плохое, что выбивало его из седла. В каком-то случае его разбивал инсульт, и он становился как овощ. В каком-то у него наступала деменция, и он становился недееспособным. Ну или же его ломало в аварии, и он оказывался выбит из активной жизни и не мог больше вести свои дела. Он оказывался неудел, и особо с молодым крепким телом прибирала к рукам все его имущество, все его активы, и как-то избавлялась от него, как от ненужного балласта и обузы. Он оставался под конец своей жизни совсем один, в беспомощном состоянии, и проклятие о его одиночестве в конце жизни срабатывало. Что-то подобное с ним случалось и в других случаях, когда его жизнь уже катилась к закату, и с ним была очередная его жена после прилета очередного бумеранга в виде крушения очередной его семейной жизни. Эта его очередная жена еще могла быть достаточно молодой, и могло быть так, что дело не доходило до исполнения ее заветного несбывающегося желания, или же у нее не было таких желаний, на которых у нее не хватало бы ее запаса благочестия. Он мог бы встретить с ней закат своей жизни и быть вместе до конца. Но проклятие не допускало такого хода событий, и с ним случалось что-то нехорошее, из-за чего от него, уже не приносящего никакой пользы, избавлялись, как от ненужного хлама, и он доживал свою жизнь, покинутый всеми. Самым лучшим для него сценарием было, когда под конец жизни он просто был один, без жены, ну или просто женщины. Когда, вдоволь нагулявшись после очередного бумеранга, уничтожившего очередную его счастливую семейную жизнь, он решал, что хватит с него этих операций на сердце, и лучше он будет один. В таком случае проклятие щадило его и не ломало. Но итог был тем же – он был один. Проклятие действовало всегда, просто в разных ситуациях разным образом, но вне зависимости от ситуации и женщин, с которыми он был или же не был. Каждую свою жизнь мой муж Асур доживал в полном одиночестве, или покинутый всеми, или ставший добровольным затворником.
На этом 16-й эпизод моего мистического романа-ремейка «Я жена Асура» закончен. В следующем эпизоде я пишу, какая судьба ждала его жен после того, как он выдавливал их из своей жизни, из-за чего они как бы бросали его и уходили к другому. А на сегодня все. С вами была Светлана Винодавани. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие эпизоды моего волшебного мистического романа-ремейка «Я жена Асура». Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь с другими этим видео. Всего доброго, до новых встреч!